Здравствуйте, друзья! Это «Пластмассовый енот», канал от ИПА и не только. И сегодня, в этот прекрасный осенний день, мы приехали в славный Питер в гости на производство компании «Европартнер». Это один из лидеров по производству крепежа в России. Компании около 25 лет. Производит большой ассортимент крепежа, там порядка 70 наименований. И сегодня мы снимем целую серию роликов на этом предприятии. А начнем мы с экскурсии на их производство. Но прежде чем мы начнем показывать все их тайные секреты, пожалуйста, сделайте 3 простых дела. Поставьте лайк этому видео, нажмите кнопочку подписаться на канал, а также напишите в комментариях, какая погода сейчас в вашем городе и вообще любите ли вы Питер. И сейчас мы пройдем по всему производству компании «Европартнер» и сделаем акцент на литьевом участке. Посмотрим все оборудование, все термопласт-автоматы, пресс-формы, посмотрим продукцию. И с нами будет их исполнительный директор Андрей Юрьевич. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Добрый день. Мы рады приветствовать вас на заводе «Европартнер». Спасибо. Всегда рады гостям, готовы все показать, рассказать. Завод «Европартнер» в этом году отметил 23 года. Ждем юбилея 25, готовимся, приглашаем гостей. За всю историю завода завод работал круглосуточно, 24/7. Сейчас завод производит 1,5 миллиона изделий в сутки. То есть где-то кто-то каждый день сверлит 1,5 миллиона отверстий, а соседи вспоминают нас. Страх и ненависть. И все 23 года вы на этой площадке никуда не переезжали? 15 лет мы были на площадке в городе, там стало тесновато, ограничены электрические мощности были, и было принято решение о переезде завода. Завод переехал в очень короткий срок, 3 суток прошло от остановки первого станка там и до запуска последнего здесь. Это все совпало еще с сезоном продаж, поэтому были такие сжатые сроки, уложились, никого не подвели из своих покупателей. Сейчас завод насчитывает литьевое оборудование 17 единиц, 14 машин «Энгель». Первая машина «Энгель» была приобретена в 2010 году, одна. До этого мы работали на старых ферроматиках европейских. Приобрели первую машину, очень быстро увидели разницу и приняли для себя стратегическое решение, что меняем парк термопласта. Между «Энгелем» и ферроматиком увидели разницу, да? Машинам было уже по 25 лет. Да, мы привозили их из Германии, разбирали, перебирали, налаживали, но все равно оборудование и более современное, и молодое. А «Энгели» электрические, гидравлические, гибриды у вас? Все гидравлическое, 50% машин с экодрайв-приводом, которые позволяют экономить электроэнергию. У нас нет коротких циклов на изделия, нет смысла там электрические машины, которые бегают там за 5 секунд. Поэтому по совету, опять же, того же «Энгеля», что не нужны электрические машины, гидравлики вам вполне достаточно. Очень довольны работой оборудования. Сказать, что «Энгель» не ломается, хоть это и лидер, да, ломается, конечно, все ломается. Обязательно любое оборудование требует своевременного ТО, ухода при таком режиме работы, да, но качество есть качество австрийское. А как сейчас с сервисом, когда «Энгель» официально же он из России как бы ушел вроде бы? Ну, удалось заместить. Часть деталей были вынуждены делать сами. Наконечники шнека, запорные кольца освоили. Получили отличный результат. Они стоят не хуже, чем в «Энгеле». А кто занимается сейчас сервисом, ремонтом, заменой? Есть организация, но в основном это своими силами. Грамотный персонал. Всегда говорим, да, что
Очень важно, конечно, оборудование, литьевое, там, пресс-формы. Но все равно самое важное – это люди, это специалисты. Много сотрудников, которые работают с первого дня основания производства. Если те, кто занимаются ППРами, они же ремонтом занимаются, да? Это же, Да. это же люди. Да. А замену пресс-форм, такие рутинные операции, это наладчики, это другие люди. Все делает смена. У нас нет отдельной бригады, которая там занимается только заменой пресс-форм. Это все делается внутри смены. То есть и ремонт, и ППР, и наладки. всё Ремонт, делает одна бригада. да, это все, конечно, делается сменой. Ремонт, но это какой-то мелкий, и опять же своя инструменталка, она оперативно подключается и делает это, конечно, грамотнее, чем те специалисты, хотя у них тоже есть опыт, но инструментальщики делают это грамотнее и быстрее. А серии, я смотрю, по Энгеле, вот все серии Виктори, да? Все Виктори, одна машина это двухкомпонентное литье с Где- поворотным столом. Вот вы говорите про двухкомпонентную, это какие материалы вы совмещаете? Мы первые в России, кто сделал двухкомпонентный дюбель. Там два материала, шестой полиамид модифицированный и ударостойкий, и стеклонаполненный полиамид с содержанием стекловолокна 30%. Ага. То есть полиамид и полиамид получается. Да, ну, разный цвет, ну и разный состав полиамида. А вообще по материалам, с какими материалами работаете больше всего? Мы на рынке представлены с крепежом в нейлоне. Да, много производителей в России, кто делает из полиэтилена, полипропилена. Мы заняли свою нишу, крепеж более высокого качества, с нормированными нагрузками. И обязательно он должен быть, естественно, из хороших материалов. Отсюда и нейлон. Завод вообще перерабатывает где-то 95% нейлона. Есть полиэтилен, но это какая-то своя упаковка, какая-то мебельная серия. Но весь крепеж дюбеля это нейлон 6 или 66. А в плане периферийного оборудования, получается, я смотрю, стоят на каждой машине вакуумные загрузчики, да? Изначально у нас была итальянская центральная система загрузки, но тогда мы работали на одном нейлоне, один цвет был, и она была оправдана. Подошли к тому, что загрузка этой линии была там на 20%. И мешали уже руками, потому что появились новые материалы, большая линейка, появились цвета, и было принято решение с первым Энгелем. Мы приобрели загрузчики Koch, очень довольны, опробовали и дальше оснастили все машины. К любой машине есть загрузочные бункеры, куда подается первичное сырье, засыпаются красители, возможные добавки. Он задается в процентном соотношении, и сам загрузчик забирает, смешивает и подает в машину. Очень оперативно происходит смена сырья, смена цвета. В принципе, очень довольны этой системой. А сушку, получается, на машине не используете, да? Сушка Сырье отдельно, где-то централизовано. нет, отдельно есть мобильные сушилы, тоже фирма Koch. Они подкатываются к машине, и тогда сначала загрузчик берет материал из бункера, а станок уже берет из сушила. То есть, опять же, это все в автомате происходит. Система Не требует какой-то особой сушки, долго или интенсивной, температура какая-то? свои режимы 90 градусов 4 часа. Центральная система охлаждения, замкнутая, канализацию ничего не сливаем, окружающую среду не засоряем. В системе этиленглюколь, это щадящий носитель для пресс-форм. Пресс-формы не ржавеют. Долгий срок службы. Где-то чиллер стоит, да, большой? Да, Один чиллер большой. один на все. На все. И на машины, и А на трансформы один на такой. машины, да, и у каждой машины есть свой теплообменник, который уже дает ту необходимую температуру для пресс-формы. Термостат. Да, термостат. Также у каждой машины дробилка стоит. Большинство форм у нас холодноканальные, и литник необходимо дробить. Есть производство, где литники собираются, везут в отдельное помещение, там дробится, но там может происходить перемешивание материалов. Перепутали, не то засыпали. Здесь все происходит автоматически. Дробится, и тот же загрузчик Koch
забирает эту дробленку и замешивает в процентном соотношении. То есть замкнутый цикл. Сразу литники дробятся, И сразу и забирает сразу добавляются в процентном соотношении в рабочую смесь. рабочую смесь. Вот смотрю, такие панельки у вас стоят на каждой машине. Это ваша разработка или это... Это наша разработка. Все станки, они подключены в 1С. 1С видит, с каким циклом работает пресс-форма, заданные циклы. Сюда выводится из 1С, сейчас просто это скрытая информация, спецификация, на котором работает пресс-форма. Все материалы, как в процентном соотношении, красители, марка красителя. Это для того, чтобы кто производит засыпку сырья, не перепутал. То есть непосредственно у машины он видит, что ему нужно засыпать. Это автоматом подтягивается из 1С, когда механики загружают работу станка. Очень круто. Скажите, вот эта вот вся чистота, производственная культура, она продиктована именно изделиями, которые вы производите? Или это просто такая установка собственника, что такой человек перфекционист? Наше желание, наше видение, как должно быть производство, должно быть комфортно людям, должно быть приятно нам, когда мы приходим на работу и видим это предприятие. Вот отсюда. Так это другие машины уже, это не Энгель. Когда Энгель ушел из России, невозможно было нам приобрести, хотя мы очень хотели еще пополнить свой парк автоматов Энгелями. Ну, были вынуждены приобретать оборудование другого производителя. Это Хэйтиан, 3 машины. Последняя машина, самая она большая, 230 тонн. Это электрички. Электрические. Они с гидравликой на подвод сопла и на толкание. Ага. Ну, это тоже плюс для нас, потому что у нас довольно-таки большое количество пресс-форм с гидроцилиндрами. Здесь уже есть гидростанция, да, есть. то есть это уже. И как в сравнении китайская машина Хэйтиан и Энгель? Сравнивать, наверное, некорректно, но под каждую машину, под каждого производителя можно найти задачи. Мы не жалеем, они трудятся в таком же режиме 24/7. То есть одни формы вы ставите только на Энгеле, а другие изделия делаете только на... Подобрали, да, подобрали парк пресс-форм, изделия, которые льются на них, ну, которые вот 100% хорошо работают на этом оборудовании. То есть это более простые изделия, получается? Может быть, менее сложные формы. Форма, да. Сказать, что изделие, наверное, даже наоборот, совпало так, что изделие самое сложное, самое требовательное изделие, это кабельные стяжки. И Хэйтиан отлично с этим справляется. А как по точности, по повторяемости цикла? Вот, это же электрички, да, машины считаются более как технологически нового поколения, да, чем гидравлические, но китайские. А Энгеля это, получается, гидравлички, но европейские. Как вот они в плане точности, повторяемости? Я сказал, где-то одинаково, наверное. А для наладчиков что проще? Энгель проще, Привычнее, удобнее, но немножко получше, конечно, там управление, возможностей побольше. Ну и, конечно, там с 2010 года они работают. То есть, когда привезли, поставили первую машину, они так боялись подойти. Сейчас я так вот со стороны наблюдаю, они уже с закрытыми глазами и на той, и другой машине. Я смотрю вот на Энгеле, да, вы говорите, одни работают с 2010 года, другие закупали относительно недавно. Визуально они вообще не отличаются. Не видно, что одни старше, а другие более свежие. Это, наверное, не заслуга Энгеля, это, наверное, наша заслуга. За любым оборудованием нужен уход, бережно к нему относиться, тогда и оборудование тебе отплатит тем же. Да, здесь в том ряду самая первая наша машина, но я всегда говорю, там их стоит 4 80-х машины, что там говорю гостям, что вы не увидите, не поймете, которая из них самая старая. Так и есть. Парк термопластов от 50 до 230 тонн. А все пресс-формы, все до одной делаете у себя? Да. Инструментальный участок тоже развивался с нуля. Это с ремонта пресс-форм, с одного фрезерного станочка и дальше все это
развивалось, рослось, растились кадры. А вот смотрю, роботы стоят у вас на каждой машине, да? Они в основном на извлечение литников стоят, да? Как я и говорил, у нас большинство форм холодноканальных, и необходимо извлекание литника, чтобы он не падал вместе с изделием. Он берет, достает литник и кидает в дробилку. То есть пикеры, да, в основном Пикер литника, он идет, да, тоже, как пикер литника. тоже энгелевские, Тоже да, в Энгель. основном? Он подключен к машине, управление прямо с центральной панели. А по периферии, очень получается, тоже могли сравнить китайская периферия и вот европейская, которую с энгелем брали. Вот есть разница по уровню? Конечно, есть. Есть, но все работает. По механике больше разница или по настройкам, по электронике, по ПО больше? В чем разница? Наверное, по возможностям, по настройкам, по возможностям, Это все-таки да. ПО, да, больше? Электроника. То есть тот же пикер механически работает одинаково, да, что Да. китайский, что... Он не увеличивает цикл, да. Это, я так понимаю, это у вас склад сырья, да? Это склад сырья, он рассчитан на 1-2 недели. Дальше все сырье обязательно хранится на складах поставщиков. То есть мы не накапливаем у себя большие объемы. Сколько здесь по потребности. тонн материала? Здесь в районе 30 тонн материала разных марок. Это и материалы, и красители. То есть где-то на 2 недели рассчитываете, да? Чтобы... Минимум неделя, максимум где-то 2 недели. Дальше идут стеллажи с полуфабрикатом. Отливается полуфабрикат, обязательно все это через вес, через штрих-кодирование и помещается на эти стеллажи. Вся продукция проходит через весовой контроль. То есть изначально собирается тара, это палет, поясные пояса, 6 поясов, оттаривается и присваивается номер палету с его весом. Дальше происходит наполнение у литьевых станков. И опять же приходит сюда, взвешивается и выходит уже новый плакат с весом, с количеством и помещается в зону приемки продукции. Здесь происходит окончательная проверка АТК, соответствие продукта с наклейкой, что внесена вес тары, что вся информация есть. И дальше уезжает Только на склад готовой продукции. после этого палет может быть перемещен на склад готовой продукции. Это склад автоматического хранения. Вы увидите похожий склад, но более такой серьезный на фасовке. Здесь у каждого сотрудника, с каждого подразделения есть своя метка. И этот склад на несколько подразделений. На инструментальный участок, на литьевой, на АТК. У сотрудника доступна только та полка, которая ему определена. То есть он не может залезть в полку, она ему просто машина не выдаст. Машина подключена к 1С, весь перечень, что лежит на полке, и какая-то полка тоже в 1С. То есть сотрудник выбирает доступную ему полку, ему она приезжает, он взял там электрика, ZIP, термопласт автоматы, комплектующие для пресс-форм. У АТК свои калибры, образцы контрольные тоже хранятся здесь. Здесь именно инструменты, здесь не материалы, не продукция. Нет, здесь ZIP, комплектующие. То есть очень удобно, что это, во-первых, не пылится, во-вторых, это все скрыто, никто не возьмет, не посмотрит, не бросит. Ну, хорошо, когда... Да, это как раз... Эта карусель, она вот по такому принципу двигается. Опять же, удобно, что это все в 1С. Легко посмотрел, пополнил, внес продукцию, контролируешь наличие. Если сотрудник взял какую-то деталь, то он обязательно отметил. И дальше введены нормы, какие минимальные остатки должны быть. В 1С загорается красненьким, значит надо пополнить. А вот интеграцию всего этого добра, это у вас какие-то есть штат там, программистов? Свои. Свои используют. 1С пишет тоже свои дописывают. В основном делаете свои, да, изделия, это крепежи. А сторонние заказы берете, производите? Берем сторонние заказы, делаем пресс-формы, даже есть опыт, небольшой опыт работы на китайских пресс-формах, но обязательно с доработкой, системы безопасности дорабатываем. То есть стараетесь все-таки форму производить и потом их брать, да, не брать давальческие формы? В основном, да. Мы уверены в своих формах, знаем, из чего они сделаны, что они правильно сделаны. Опять же, что там правильная система безопасности, что какая бы хорошая форма ни была, обязательно нужна безопасность формы, да, нужны датчики, иначе раз в год обязательно что-то произойдет, обязательно будет какая-то поломка.
Ну, получается, у вас производство довольно высокотехнологичное, да? И не каждый, скажем так, не каждый давалец вам сможет дать форму, да, экономически это будет не у всех целесообразно. В основном это заказчики, у которых высокие требования. Это непростые материалы для переработки, которые требуют сушки, это стекловолокно. Не все машины, не у всех есть, которые в бронированном исполнении, которые перерабатывают стеклонаполненные материалы. А у вас все бронированы? 70% машин, они в бронированном исполнении, до 70% был опыт переработки стекловолокна в полиамидах. И какие в основном сферы, которые вот к этому готовы, которым требуется такая технологичность? Это медицина, промышленные изделия для промышленности какие-то, вот что-то такое. А мы сейчас где? Это мы пришли в отдельное здание, здесь организован участок фасовки, склад готовой продукции, отсюда же отгружается уже клиенту вся продукция расфасованная. И вся продукция проходит фасовку вот на этом участке? Да, да. Все, сколько вы сказали, 1,5 миллиона? 1,5 миллиона в суточки, да, все это здесь фасуется, клеится наклеечки, проверяется еще раз. Завод не работает прямо под отгрузку под клиента. Вся продукция, что полуфабрикат, что фасованная, она обязательно хранится на складе. То есть наш принцип, и мы его поддерживаем с первого дня и соблюдаем, это отгрузка не позднее 3 дней. Да, то есть заказчик не ждет крепеж, потому что это такой продукт, который нужен сегодня. Завтра, через неделю он никому не нужен. Сезонность есть у вас? Сезонность есть, но не такая сильная. Но, в принципе, до Нового года где-то сезон. Тяжелые месяца такие, это январь, февраль, март. Дальше солнышко пригрело, закапало, поехали люди на дачу строиться, ремонт квартир. Это система автоматического хранения. Завод работает там под разными брендами. Все это нужно наклейки, упаковочки маленькие. То есть хранится здесь. Раньше это все было на полках, в ящиках, пылилось, искали, обязательно что-то перепутали, очень много времени тратили. Она также подключена к 1С, все туда загружено. На этикетке есть штрих-код или на задание. Сканируя этот штрих-код, автоматически выезжает та нужная упаковка, которая требуется. То есть здесь не готовая продукция хранится, Нет, расходные материалы. Расходные материалы. После того, как прошла фасовка, необходимо это вернуть. Опять же, сканируется, тебе приезжает эта же полка, и ты кладешь на место. Хранится небольшое количество полуфабриката, то, которое будет расфасовано там, в ближайшие сутки-двое. Это полуфабрикат, это не готовая продукция. Здесь и готовая продукция, и опять же часть полуфабриката, она перемещается на 2, максимум на 3 дня на фасовку. То есть полуфабрикат это вы называете то, что еще не фасовано? То, что не фасовано. Расфасованное вот оно с левой стороны, уже в упаковках. Здесь происходит сбор заявок и отгрузка клиента. Вот подготовленные палеты. Как раз идет отгрузка. Это уже готово. Да, это готово и уже грузится в машину клиента. Андрей Юрьевич, спасибо большое вам за полезную экскурсию. Надеюсь, что зрителям это было так же интересно и полезно, как это было мне. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, пишите в комментариях, на каком оборудовании работаете вы, или, может быть, что планируете производить, или что производите, или, может быть, приглашайте нас к себе на производство. До новых встреч, и главное, помните, профессионалами не рождаются, профессионалами становятся.